Здравствуйте! У меня предсказание карт на следующую неделю, сентября-октября. Да-да, неделя обещает быть необычной, непроходной по разным причинам. Во-первых, потому что прямо в понедельник случится новолуние, родится новая луна, вместе с ней родятся новые планы, новые предложения у Вселенной для нас, естественно. Случится это в самом начале суток, а ранее ночью, в понедельник, 26 сентября. Во-вторых, потому что на следующей неделе начнется новый месяц, который тоже открывает какие-то совершенно иные энергии в нашей жизни. Начинается октябрь, и гадания на октябрь отдельные, довольно большие, содержательные для каждого знака зодиака вы сможете тоже найти на моем канале. Пожалуйста, посмотрите, уж будьте любезны. А сегодня из вот такой вот колоды Напа Таро я достану для каждого знака зодиака по одной карте. Думаю, что такое вот масштабное, полное предсказание мы не сделаем, потому что это все-таки одна карта. Но карты раздадут советы, карты увидят что-то основное, основную тенденцию какую-то времени для вас и подскажут, наверное, к чему вам нужно стремиться и чего нужно избегать. Итак, мы начинаем. Для овнов первое предсказание. Овны получают у нас карту тройку кубков. Да? Тройка кубков, карта прекрасная, радостная и очень-очень легкая. Она обещает праздничную неделю, наполненную, возможно, кстати, новыми знакомствами, не обязательно сильно важными, но приятными. Это могут быть и романтические знакомства, это могут быть и деловые знакомства, которые подкрепляются вот так вот совместным каким-то застольем, например, почему бы и нет. Тройка кубков призывает вас радоваться жизни, приветствовать людей, которые куда-то вас зовут и что-то вам предлагают. Тройка кубков практически исключает конфликтные ситуации и как раз предсказывает, что конфликты, даже затяжные, будут разрешены, все прекратится, и вы сможете, ну, условно говоря, испить такую чарку мира со своими прежними недоброжелателями, может быть, даже врагами. Часто тройка кубков обещает праздник, вот в буквальном смысле она говорит, что вы попадете на чей-то день рождения, на чей-то юбилей, может быть, у вас будет корпоратив и так далее. Прогноз хороший практически для всего, для денег тоже. Если у вас в основном финансовые вопросы сейчас остро стоят, то тоже старайтесь их разрешать посредством других людей. Через чью-то помощь, через чьи-то подсказки и через ваше умение, конечно, обаять и нравиться. Это время хорошее и для здоровья, и для веселья, и для любви. Безусловно, тройка кубков обещает большое романтическое внимание. От множества даже, кстати, людей, не обязательно от одного. Будете пользоваться успехом и популярностью. Вот так вот. Далее тельцы. Для тельца колода предлагает карту. Так, это шестерка. Шестерка пентаклей. Все очень хорошо. Шестерка пентаклей, ну, она буквально называется так: достаточно и необходимо. Карта говорит, что у тельцов неделя пройдет в каком-то заданном плановом режиме, и всего хватит. Совет вам в первую очередь не беспокоиться о деньгах, не беспокоиться о здоровье, не беспокоиться слишком об отношениях, о внимании или невнимании каких-то других людей. Карта называется «Милость» или «Милостыня» и описывает любые сценки, в которых вот люди друг с другом чем-то делятся, ну, как подают, да, друг другу, подают внимание, деньги. Можете рассчитывать в денежных делах на хорошую помощь, хотя тоже не сверх меры, потому что шестерка, по шестерке мы получаем только то, в чем по-настоящему остро нуждаемся. Также эта карта призывает тельцов к определенной
щедрости. Осмотритесь, рядом с вами кто-то явно ждет вашей помощи, не подсказки, а помощи именно практической, материальной. В вопросах любви шестерку пентаклей часто связывают с дружбой. Она говорит, что вы можете с кем-то подружиться, ну а потом, возможно, эта дружба логически перерастет и в любовь, в романтические отношения. Шестерка пентаклей советует тельцам быть практичными, ловкими, внимательными, достаточно щедрыми, ну а самое главное, спокойными. Эта карта подтверждает еще раз великую вселенскую истину, что ваше, то, что по-настоящему ваше в этой жизни, вас найдет и никуда не денется. Ну а если чего-то будет не хватать, значит так тому и быть, и стоит к этому отнестись достаточно философски. Но все-таки основной совет, я думаю, этой карты для тельцов: помогите кому-то не сильно, не большими средствами, не жертвами какими-то великими с вашей стороны. Поделитесь чем-то, может быть, нужным вам, может быть, даже последним, знаете. И будет вам счастье. Далее, конечно же, близнецы. Ну, близнецам и того лучше карта достается. Это шестерка жезлов, карта триумфа, победа она называется. Вот видите, здесь в этой колоде она даже так подписана: Виктория. Приготовьтесь, подумайте о том, в чем вы можете или хотите сейчас победить. Может быть, это действительно какой-то конкурс, какой-то тендер вам надо выиграть, обойти в чем-то конкурента в бизнесе или в учебе. Может быть, вы сейчас хотите снискать звание работника месяца. Шестерка жезлов описывает успех заметный, такой, который не скроется просто от чужих глаз. Поэтому по ней часто проходят разные почетные грамоты, получение разных орденов, званий, медалей, новых должностей. Шестерка жезлов описывает момент, когда вам рукоплещут, вас замечают и вас хвалят, знаете, так снисходительно или уважительно хлопают по плечу и говорят: ну ты молодец, ну ты даешь. И вы оказываетесь в центре внимания, что, безусловно, вас провоцирует на новые подвиги и свершения. Конечно, масть жезлы, масть очень карьерная, поэтому в первую очередь это успехи карьерные. Буквально получение новой должности или какое-то продвижение в работе, в профессии по горизонтали. Что советует шестерка жезлов? Ну, естественно, подвиги. Понимаете, чтобы оказаться в победителях, нужно куда-то вырваться, постараться вырваться вперед. Нужно, как правило, взять на себя дополнительную ответственность, поработать чуть больше других, чтобы заработать вот это вот звание победителя. И вы должны быть бесконечно смелыми, дерзкими и какими еще? Ну, наверное, любопытными, любознательными. То есть вы должны приветствовать новые знания, новые дороги, новые знакомства. В любви, кстати, шестерка жезлов имеет не лучшую славу. Она, например, говорит о том, что кто-то затеет любовные отношения из тщеславия для того, чтобы покорить, завоевать и потом похвастаться. То есть здесь какие-то немножко трофейные мотивы есть. Вполне возможно, что это ваше настроение, и вы одержите победу над соперниками и соперницами в любви, но только вот дальше хвастовства или дальше вот удовлетворенного тщеславия вряд ли что-то двинется и пойдет. Хотя, возможно, вас кто-то завоюет, просто чтобы отхватить, знаете, как трофей. То есть в любовных вопросах шестерка жезлов советует все-таки быть более сострадательными, добрыми, глубокими, более нежными и менее гордыми, да, наверное, вот так вот правильно сказать. Далее, безусловно, рак. Для рака наши карты на Таро предлагают, пятерку кубков. Ну, это, знаете, очень точечное, четкое такое предсказание, которое, к сожалению,
всегда исполняется. Карта говорит, что вам предстоит в чем-то разочароваться ненадолго, и повод для расстройства пройдет сам, то есть лечить его не нужно, что-то делать, спасать что-то не нужно. Однако в моменте это разочарование может погрузить вас буквально в депрессию. Оно может показаться, ну вот, знаете, концом света. От чего стандартный среднестатистический человек может разочароваться? Ну, когда мимо вас пронесли новую должность, например. Или когда вам не повысили зарплату вовремя, хоть и обещали. Может быть, вы не успели что-то выгодно купить или продать. А вполне возможно, что вас разочаруют сердечные дела. То есть вы не услышите каких-то слов любви, например, пропустите сроки для очередного какого-то романтического свидания и столкнетесь с невниманием любимого человека. В основном пятерка кубков стремится к вам как совет, как добрый друг, который подбадривает. Карта это говорит. Разочарование или даже горе сейчас ваше действительно кажется, что велико, но на самом деле это очень-очень быстро и совершенно бесследно пройдет. Пройдут еще 7 дней, вы даже не вспомните, из-за чего плакали. Ну, а поплакать, может быть, если вы к этому склонны, то, возможно, и придется. Далее. Я думаю, что пятерка кубков дает еще и ракам, знаете, такой совет: не разочаровывайте других, потому что разочароваться самому печально всегда. Но еще, мне кажется, больнее видеть разочарованные глаза чужие. Глаза человека, который от вас чего-то ждал, на что-то надеялся, а вы не выполнили обещание. Да? То есть это карта невыполненных обещаний, соответственно, не обещайте, если не можете выполнить, или уж постарайтесь держать слово, коли дали его. Дали ли вы, безусловно. Далее для льва. Львам достается тройка жезлов. Это великая карта продолжений. То есть самое главное ее назначение в колоде, вот когда она выпадает, она говорит: продолжайте, о чем бы ни шла речь для вас, продолжайте бороться за карьеру, продолжайте самоотверженно учиться, продолжайте любовные отношения, в которых вам, возможно, нелегко сейчас, как-то трудно. И карта говорит о том, что вы столкнетесь вот буквально в заданный период с новыми горизонтами, с новыми возможностями, которые вы увидите, но, знаете, не на ровном месте, не на пустом. Вот наш герой на тройке жезлов уже многого достиг, многого добился, поэтому не нужно здесь ждать больших шансов в каком-то совсем новом деле, в котором вы не успели сделать начальные правильные шаги. Эта карта что-то продолжает. Она говорит, например, что вы многого добились в карьере, в этой должности, в этой компании. А теперь открываются, соответственно, новые двери, то есть возможности карьерного роста, внимания, поощрения, может быть, новые какие-то заработки. Точно так же она работает и в любовных историях. Она вряд ли говорит, что роман какой-то головокружительный возьмет старт с нуля. Она более советует продолжать вот уже начатое. Разные дела, в которые вы успели вложиться. Кстати, по здоровью тройка жезлов рекомендует продолжать лечение или продолжать лечебную физкультуру, продолжать диету и вообще все, что вы вкладываете в свой любименький вот этот вот организм. То есть продолжайте. Карта советует вам ничего не бросать сейчас и даже, может быть, из последних сил продолжать то полезное, важное, где вы уже прошли какой-то достаточно правильный путь. Но жезлы все-таки масть карьерная, поэтому речь здесь в основном идет про работу, профессию, может быть, про творческие начинания и про ваш бизнес. Ну что ж, неделя недаром открывается
новолунием карты-то всем хорошие достаются, может быть, пока не слишком крупные. Не слишком крупные. Да. Для девы предсказание будет от королевы Пентаклей. Королевы Пентаклей. Ну что ж, большая денежная карта достается девам. Как обычно, мы почему-то не удивлены. Королева Пентаклей обещает вам хорошие доходы, крупные денежные суммы, которые оказываются в ваших руках. Это деньги в виде премий, в виде подарков и в виде какой-то большой, хорошей прибыли. Кроме того, все крупные пентакли описывают деньги чаще не разовые, а такие, в которых вы уверены на долгий срок. Поэтому новая работа у вас может появиться с очень-очень хорошей зарплатой. Или подработка, скажем, это второй источник доходов. Может быть. То есть это деньги не только пришедшие, но и обещанные впредь. Кроме того, королева Пентаклей – это практичная, состоятельная женщина, которая помогает, может быть, хотя бы даже просто советом как-то вас консультирует, и, соответственно, ваши денежные дела от присутствия этой женщины, может быть, начальницы, может быть, посредницы в какой-то сделке, ваши денежные дела заметно поправляются. Что советует королева дисков? Ощутить себя богатым, состоятельным во всех смыслах человеком. То есть вы должны быть спокойны, вы должны очень материально вообще, практично, даже цинично в каком-то смысле настроиться на этот период. Пусть вас волнует сейчас больше прибыли, дохода и их распределения. Кстати, с королевой Пентаклей возможны крупные и очень выгодные покупки-вложения. То есть эта карта приветствует инвестиции с вашей стороны. Наверное, королева Пентаклей не самый романтический персонаж в колоде, поэтому возможность влюбиться, например, как-то заново или в нового человека мы вам не пообещаем. А вот если вы сейчас в браке или у вас есть длительные серьезные отношения, то, конечно, для женщин королева Пентаклей обозначает и предсказывает возрастание роли. Возрастает ваша роль, ваше влияние. Это карта жены. То есть у вас возникают или дополняются, возрастают права жены. Какие права есть у жены? Мы все их можем перечислить. В основном это касается, конечно, хозяйства и семейного бюджета. Но, кроме того, возрастает и ответственность какая-то ваша. То есть королева Пентаклей – это женщина-хранительница очага и женщина, которая очень рассудительно, правильно распоряжается семейным бюджетом и которая может кого-то спасать от необдуманных денежных шагов. Далее весы. Для весов выпадает король Пентаклей. Король Пентаклей. Крупная денежная карта. Король Пентаклей – это приход денег в вашу жизнь от, естественно, это заработанные деньги, зарплаты, премии, прибыли. Но карта эта по-настоящему большая. То есть здесь в ваших руках оказываются денежные средства несколько большие, чем обычный стандартный ваш денежный бюджет. Вследствие каких подарков судьбы к вам попадают в руки эти деньги, мы не будем разбираться, не будем заглядывать в ваш кошелек. Для вас только одна карта. Но король Пентаклей, конечно, советует вам очень уверенно, очень рассудительно и правильно распоряжаться ими, этими деньгами. Карта приветствует крупные покупки, которые более похожи на инвестиции, на какие-то вложения. Карта сообщает вообще такую энергию прибыльности этому времени для вас. Кроме того, эта карта фигурная, и обозначает она приход в вашу жизнь какого-то
состоятельного, самостоятельного, несколько жадного и скучного, но тем не менее полезного сейчас человека. Обращайте внимание на мужчин, рожденных в рамках стихии Земли. Это мужчины-тельцы, мужчины-девы, мужчины-козероги. Вот кто-то из них сейчас спешит, ну, например, вложиться в ваш бизнес или помочь вам разрешить какие-то денежные проблемы или какие-то денежные споры. Пусть ваш девиз на заданные 7 дней, дорогие весы, будет такой: практичность, деньги и хозяйственные, материальные хлопоты. То есть обращайте внимание в меньшей степени на эмоции, а в большей степени на все, что можно потрогать, посчитать и сложить на банковские счета. Вот такой совет. Далее Скорпион. Скорпиону достается, ну и вовсе старший аркан, кстати, на сегодня, по-моему, первый. То есть получается, что Скорпионы самые первые лидеры, любимчики недели. Очень интересная карта, 21 аркан, карта Мир или Вселенная. Она завершает, как бы венчает ряд старших арканов в колоде Таро. И описывает она буквально 2 вещи. Первое – это завершение чего-то, очень благополучное, такое, знаете, естественное по судьбе окончание крупного жизненного этапа. Это может быть окончание и работы, и окончание периода проживания в определенном месте. Окончание, кстати, романа тоже, окончание дружбы, окончание каких-то отношений. Но в этой карте никогда нет ничего противоестественного или кризисного. Уходящее из вашей жизни или то, что так аккуратно и грамотно заканчивается, и не могло продолжаться. То есть здесь работает для скорпионов некий заранее, скорее всего, давно заданный сценарий Вселенной. Это, знаете, как вот неизбежное окончание университета какого-то. Мы ведь в жизни все время проходим некие университеты, как бы это ни выглядело. Да? Все равно когда-то вы его закончите, когда-то вам выдадут диплом, когда-то вы на выпускном поплачете о своих одногруппниках. Но это неизбежно. Так это не может длиться вечно, бесконечно. Это первое. А второе, что обещает карта Мир, это абсолютную гармонию в жизни. Вот как бы вы это ни видели сейчас, как бы для вас вот ваши сердечные, карьерные дела или связанные со здоровьем не выглядели, вот представьте, что это все равно та мера, тот какой-то идеальный общий знаменатель, к которому вас высшие силы сейчас привели, подвели. То есть, по сути, карта Мир предвещает скорпионам находку, момент нахождения какого-то золотого сечения в жизни. Поэтому где конец, там и начало, где заканчивается работа, там начинается другая. Где заканчивается один дом, там неизбежно вырастает другой, где заканчивается одна любовь, а там на смену ей приходит какая-то великая другая. То есть это вот такой момент, не зря это последняя карта, это момент перехода вашей жизни в какое-то новое качество, где все сваливается в одну большую радостную кучу. Естественно, окончание, потому что новое не придет, пока старое не закончится. Естественно, чувство счастья, гармонии и, в общем, замирающее ваше сердце от предвкушения нового. И старт новых жизней, нового какого-то проекта. Потому что заканчиваются старшие арканы, начинаются старшие арканы. Да? За миром снова последует 0, шут, нулевой километр. Карта очень, на самом деле, такая вот переломная. Что советует карта Мир? Ну, естественно, никакого вашего выбора в происходящем нету. Никакого. Поэтому не стоит бегать, что-то спасать, пытаться что-то продлить. Важно не пытаться удержать или продлить уходящее. То, что заканчивается, это, знаете, так благословили ангелы этот уход. Вот. И вы должны быть очень философски настроены и постарайтесь гармонично плыть по вот этим вот волнам вашей судьбы, принимать
все встречать, все принимать с благодарностью, безусловно, любую погоду, любые жизненные перемены. Далее стрелец. Для стрельца достается карта. Перевернулась, но это не по правилам здесь. Достается вам десятка пентаклей. Крупная денежная карта. Я вообще успеваю сделать вывод, что предстоящая неделя денежная для всех, за редким исключением. А десятка пентаклей — это доходы, это прибыли, это дом, семья, недвижимость. Она как бы обращает внимание на семейные дела и семейные, в первую очередь, бюджетные дела. Она обещает многим стрельцам новый дом, нахождение нового дома или очень серьезное, неожиданно серьезное восстановление семейных отношений. Что про работу говорит десятка пентаклей? Да все очень просто. Ждите денег. И денег больших, причем деньги, как правило, идут по этой карте коллективные. То есть не только вам поднимают зарплату, но в целом богатеет компания и поднимают ее кому-то еще. Коллективный успех. Просто в финансовой жизни, в денежной, крупные покупки, которые похожи на инвестиции. То есть деньги, если захочется потратить, то вы их не потратите, вы их скорее вложите. Это обернется прибылями в будущем. Вот непосредственное отношение карта имеет к очень-очень крупным семейным деньгам. Это, например, земельные участки, которые передаются по наследству. Кстати, слово «наследство», раз уж мелькает, то наследство очень даже для вас возможно, какие-то хлопоты с этим связаны. Это дом, это какая-то недвижимость. Ни в коем случае это не споры за наследство. Пока это только возникновение вот какого-то крупного, такого большого семейного интереса. Десятка пентаклей советует стрельцам очень практично относиться ко всему происходящему. То есть вы сейчас должны видеть выгоду во всем и извлекать выгоду тоже из всего. И в ряде случаев, да, карта советует очень-очень обращать внимание прямо вот на семейные дела. Будьте чаще дома, больше проводите время с детьми и старшими родственниками. Вкладывайтесь в дом, кстати, какие-то крупные покупки для дома возможны, смена мебели, чего-то еще. Что там еще такое вот бывает. То есть дом и деньги — две темы, которые стрельца должны занимать. Я понимаю, что для романтичных стрельцов это довольно, может быть, скучно, но время требует вашего внимания там. Козерог. Далее, конечно же, Козерог. На Козерогу достается очень понятная, но не крупная такая вот карта, четверка кубков. Четверка кубков буквально называется лень и упущенные возможности. Давайте начнем с этого. Видите, наш герой на карте, здесь очень говорящая ведь иллюстрация всегда. Наш герой на карте сложил на груди ручки и отказывается от подарка, который ему предлагают ангелы, судьба сейчас. То есть предложения самые разные могут на Козерога повалиться. Это предложения, связанные с работой, с любовью, с новые свидания. Может быть, это и предложение о браке там, и о совместной жизни для вас. А вам вот ничего не надо, ничего не хочется. И с одной стороны, карта призывает вас быть немножко пободрее и быть более замотивированными, что ли. То есть, что такое лень? Это отсутствие мотивации. Вот такое ощущение, что Козерогу сейчас просто по каким-то причинам ничего не хочется. То, за что вы боролись, то, чего так страстно желали, например, новую должность, вдруг вас перестает интересовать. И вы складываете на груди ручки и говорите: а не хочу, не буду. И действительно, карта это призывает вас быть внимательным, потому что вы можете пропустить нечто важное, что очень долго потом вам не предложат. Знаете, как автобус уедет, а следующий завтра только. Это с одной стороны. А с другой, я думаю, что каждый человек
имеет право иногда вот так вот посидеть и отдохнуть. Может быть, вы устали, может быть, в прежний период вы многого достигли, выложились на работе или в каких-то отношениях, или вообще в борьбе за, ну не знаю, там, собственный бюджет. А сейчас вы не хотите брать лишнего в свою жизнь, лишнюю ответственность, лишние переживания, лишние, как будто бы не хотите совершать никаких лишних телодвижений. На самом деле выбирать-то вам. Выбирать вам. Чуточка, да, капелька внимания к вот этим предложениям, к шансам, к информации, которую предлагает сейчас судьба, не повредит. Может быть, вы сейчас и не ринетесь на подвиги, и не согласитесь там на новые обязательства, на новую должность, но отложите на будущее. И в будущем, там пройдут буквально 7 дней, настроение поменяется, и вы скажете: а стойте-ка, вот что-то такое вы мне предлагали, а вот я сейчас уже хочу. Вот. То есть некоторая двойственность есть здесь у этой карты, но я все вам рассказала. Для Водолея советы, тоже карта советы и предсказания. Водолею достается 5 пентаклей. Ну вот видите, хотим мы того или нет, вся неделя про деньги. Практически каждому знаку что-то колода торопится рассказать про деньги, финансы, бюджет и дать какие-то советы в этом смысле. И вот 5 пентаклей добралась до Водолеев. Редко она Водолеем почему-то выпадает. 5 пентаклей – карта денежного дефицита. И первое ее значение, да, вам придется столкнуться с нехваткой каких-то ресурсов, в первую очередь с нехваткой денег. То есть не хватит денег на что-то, не знаю, крупное, мелкое, запросы у всех достаточно разные. Главное, что вы это почувствуете. Понятно, что карта это настроенческая. Если вам не хватает, вот остро не хватает денег, возможно, это и предметы роскоши. Это то, без чего вы можете обойтись, но все равно дефицит, ощущение достаточно болезненное. Поэтому, да, в основном нехватка денег. Что с этим делать, я тоже расскажу чуть позже, но по 5 пентаклей бывает, случается нехватка еще и каких-то других ресурсов. Может так быть, что для вас это не деньги, а для вас это, например, внимание любимого человека. И тогда вы тоже ощущаете себя бедненькими, обделенненькими. И тоже есть, вот, знаете, какая-то неутоленная эмоциональная или чувственная жажда. Точно так же вам может не хватить, ну, например, работы, возможности постараться выложиться, вложиться в работу, в дело. Мало работы, не хватает. То есть не хватает занятости, не хватает, соответственно, наверное, опять же, отсюда же вытекающих каких-то заработков и так далее. Вам может не хватать времени. Мы не будем забывать про этот самый главный и невосполняемый наш ресурс. Колоссальная нехватка времени может случиться. Вам может не хватить здоровья, просто физических сил для всего, что вы задумали. И, казалось бы, вот какой совет? Если чего-то не хватает, какого-то ресурса, то нужно его найти из других источников. Вот как раз об этом сообщает вам 5 пентаклей. На ней всегда изображают людей, бедных или страждущих, которые проходят мимо золотых гор, условно говоря. Поэтому, если это нехватка денег, то 5 пентаклей вам подсказывает, вы просто ищете их не там, вы стараетесь, тратите время и силы, возможно, в том месте, где деньги вам вообще не грозят, и не только в эти 7 дней, и даже в будущем. Поэтому основной совет карты – распрямиться, успокоиться и оглядеться, и искать недостающие ресурсы, деньги, любовь, время, здоровье, счастье, просто чуть-чуть в другом месте. Буквально, знаете, в старых толковниках пишут про эту карту такое: вы смотрите под ноги в надежде рассмотреть потерянный кем-то грош, копеечку какую-то, а должны поднять голову и посмотреть на небо, которое готово вас осыпать буквально звездами и золотыми монетами.
То есть вот в чем смысл. Карта очень, кстати, хоть и не крупная, но такая содержательная и очень-очень многослойная, видите? И совет понятный, выразительный очень. Непонятно, как легко переключиться на новый регистр, да, что с этим делать, но понятно хотя бы в каком направлении мыслить. Пятерка пентаклей советует именно смотреть в другом направлении, мыслить по-другому. Далее рыбам достается у нас прекрасная карта умеренность. Старший аркан, кстати, по-моему, да, всего лишь второй за сегодня. То есть карты нам назвали мало знаков, у которых вот неделя действительно серьезными переменами обернется. Но рыбы в том числе. Карта умеренность описывает вам две вещи: гармонию и путь. Вот как ни странно, несмотря на то, что и здесь на иллюстрации, и в других колодах человек, ну это героиня всегда стоит, то есть картиночка статичная, тем не менее карта эта очень часто предсказывает дорогу, начало пути. Дорога это может быть буквально географическая, то есть поедете, начало пути. Дорога длительная, вряд ли это какая-то коротенькая командировочка. Это переезд, может быть, это длительная поездка, например, на заработки куда-то далеко за границу. Смысл карты в том, что вы начинаете вот совершенно новую, пока еще не замутненную и не затоптанную ошибками страницу вашей жизни. И это может быть начало пути профессионального, например, да? Ваш выход на новую работу. Карта заверяет, что вам там будет очень хорошо, и вы останетесь там надолго, и, скорее всего, этому месту будете соответствовать, и эта работа будет соответствовать вашим ожиданиям. То есть это вот начало такого безмятежного и долгого-долгого пути. Карты вам обещают. Этот путь вы можете начинать и в деньгах, почему бы и нет. Может быть, вы какую-то новую стратегию открываете для себя финансовую, например, открываете собственный бизнес или делаете большие инвестиции, что-то такое ликвидное покупаете. Тоже карта говорит, что это правильно и надолго. Но, конечно, есть вопрос про любовь. Карта это для любви, для любовных отношений очень хороша. Она описывает как новое знакомство, которое тоже грозит прямо вот бесконечными, очень долгими до самой пенсии, счастливыми отношениями. Также карта говорит о взаимопонимании, о какой-то взаимной доброте, о большом доверии для вас с партнером, который у вас существует. То есть если ваш вопрос про отношения в браке или просто в любовном союзе, то умеренность описывает вот такое время бесконфликтное, время такого молчаливого взаимопонимания и время абсолютной бескорыстной любви. Какие советы дает карта умеренности вам? Естественно, вы должны быть очень спокойны для того, чтобы карта правильно проигралась, чтобы вот это вот море вселенской гармонии пролилось, вот видите, она, героиня наша, льет, да, пролилось на вашу голову светлую. Вы должны отбросить мятежные мысли свои или конфликтные какие-то переживания очень-очень далеко. То есть настраивайтесь смотреть на жизнь как на бесконечный какой-то такой звездный путь, в котором вас ангелы только одаривают. Карты не советуют ругаться, не советуют затевать вообще какие-то даже минимально спорные разговоры. Вы вместе с картой умеренность должны почаще или вообще все время говорить «да» людям и Вселенной, что бы она вам сейчас не предлагала и куда бы ни вела. Спасибо.